Всем привет! Коротко расскажу, что сегодня будет в видео, и начнем. Ну, во-первых, у нас будет с вами убавление петель. Добавление петель мы прошли, теперь будем убавлять. Также будет небольшая добавочка в виде советиком. Это часть видео про советы по технике безопасности вязания. Нам нужно сделать так, чтобы наше хобби не стало вредным для здоровья. Ну и будет небольшой анонсик. Но начну с советика для начала, как обещала. Первое, что вы должны научиться делать, это следить за здоровьем кожи рук. Во-первых, пряжа. Когда вы с ней работаете, она будет у вас частично кожное сало с рук забирать, и руки сразу станут суше. То есть однозначно нужно мазать на ночь кремом. Если у вас есть любимый, замечательно, используйте. За ночь кожа успеет восстановиться, регенерироваться, и не будет проблем. Если вдруг вы вяжете туго и у вас начали болеть подушечки пальцев, сделайте перерыв. Не нужно, чтобы ваше хобби становилось какой-то мукой. На этом это будет длинное видео. Там все будет про технику безопасности. Очень разное. Если вас эта тема интересует, подписывайтесь, обязательно увидите его, не промахнетесь. Также, если нет любимого крема, знаете, порекомендую вот этот. Использую сама. Во-первых, он безопасный, он детский. Во-вторых, он очень хорошо заживляющий, регенерирующий и очень сильно питательный. Но это на случай, если у вас нет любимого. Это такая демократичная цена и хорошее качество. Так, ну и, собственно говоря, перейдем к петелькам, вернее, к их убавлению. Итак, мы с вами прошли набор петель. Мы с вами вязали лицевыми петлями, изнаночными петлями. Это изнаночная гладь, это лицевая гладь. Мы знаем, что первую надо снимать, а последнюю провязывать изнаночной в любом ряду. И тогда у нас получается вот такой красивый край с обоих сторон. И это позволит потом красиво и аккуратно собрать вещь крючком. Также мы умеем добавлять петли. Еще точно будет видео про закрывание вязания. И точно будет видео про сборку крючком. Ну, а потом, наверное, серия продолжится. Но это такой минимальный набор базовых способностей, которые помогут вас сделать уже эффектную модель. В общем-то, вот он такой тоже, опять же, анонс. Скоро будет видео про то, как аккумулировать свои способности и реализовать хорошую идею. Если это интересно, тоже подписываемся. А сейчас покажу, как будем заужать и чего мы будем добиваться. Ну, во-первых, вот такой вот вариант. Это используется на реглане. То, что мы сейчас с вами пройдем, здесь применимо. Выглядит вроде бы как сложно, на самом деле ничего сложного нет. Будем делать вот эту вот дорожку. Мы будем делать ее в каждом ряду, и тогда у нас получится вот как раз такой эффект. Если это делать периодически через ряд, то можно создать иллюзию заужения изделия, заужение рукава, если это где-то нужно, и выточку. В принципе, если вы хотите какую-то прилегающую модель, то выточки иногда тоже делают таким декоративным способом. Ну и, собственно говоря, начнем. Первую мы снимаем. Я уже провязала здесь, кстати, 2 ряда, именно чтобы было уже, изначально видно результат. Потому что мы с вами провяжем 2 ряда, и у нас будет 4 ряда, это уже какой-никакой визуальный эффект. Так, во-первых, у меня закончилось все на изнанке. Сейчас я ее быстренько провяжу. И буду показывать вам, как это все вяжется с лицевой стороны. Изнаночной просто вяжем по рисунку, ничего не переделывая. Изнаночные вы вязать умеете, поэтому ускорим сейчас.
По моему варианту, который мы здесь заужаем, у меня первая петля снимается, 2 лицевые провязываем по рисунку. Это чтобы сделать визуально заметную дорожку. Там в разных моделях используются разные техники. Значит, чтобы объединить 2 петли в одну с наклоном, в данном случае влево, потому что мы заужаем, видите, у нас дорожка уходит влево. Это за счет того, что мы объединяем петли, 2 петли в одну с наклоном влево. Для этого мы сквозь 2 петли продеваем спицу, выводим ее за изделием, цепляем нить и вытягиваем. И у нас получается петля с наклоном влево. Сейчас я ее распущу и еще раз покажу. Мы берем 2 петли, продеваем насквозь, спица за вязание уходит, цепляем нить и провязываем лицевой. Все, дальше вяжем по рисунку. В моем случае у меня лицевая гладь. Такой способ подходит для объединения петель на лицевой стороне. Мы идем до конца. У нас будет 1 изнаночная, это последняя, как кромочная петля, 2 по рисунку провязанные и 2 мы будем объединять. Значит, я еще одну петлю сейчас провязываю, она никак не влияет. Так, теперь я, чтобы сделать с уклоном вправо, потому что вы видите, здесь у нас косичка идет сюда, вправо наклон, и эта петля выполняется по-другому. Мы провязываем 1 петлю лицевой, затем передеваем вторую на спицу, где уже провязанная петля. Переодели. Теперь обе эти петли передеваем, как будто бы они у нас не провязанные. Переодели. И теперь эту петлю, которую мы не провязывали, вот у нас нить на петле, которая вот здесь на спице. Мы продеваем через нее. То есть мы вот ее продели, вот видите, и все. У нас получился наклон вправо. Наклон влево есть, наклон вправо есть. Все, дело сделано. Любой проект можем сделать симметрично. Так, сейчас я провяжу еще изнаночными. И тогда повторим еще разок. Дело такое, закрепить надо. Итак, повторяем. Первая всегда снимается. 2, именно в этом варианте мы вяжем 2 лицевых по рисунку. Теперь у нас должны 2 объединиться. Вот эти 2 петли. Мы их насквозь прокалываем вот с этой стороны. Вот так. Продеваем. Выводим спицу назад, цепляем и провязываем как лицевую. Видите, у нас уже появилась, прямо вырисовывается вот эта вот дорожка. Она вырисовывается, потому что мы убавление делаем в каждом лицевом ряду. Если мы это будем делать, допустим, для приталивания свитера, то есть, в каждом 6-м ряду, в каждом 8-м ряду поубирать по петельке, в зависимости от модели, сколько петель надо убрать, там так и будет, то такого рисунка проявляться не будет. Плюс здесь нитка толстая, поэтому вы видите очень явно, да, этот уклон. Если нить более тонкая, то это все более деликатно, но в данном случае это чтобы вам показать, чтобы это в камере было хорошо видно. Поняли, как с наклоном влево? Идем повторяем, как с наклоном вправо сделать. Опять же, ничего сложного. Лицевые мы с вами умеем, поэтому даже не притормаживаю. И теперь смотрю. 1 у нас остается кромочная, 2 по рисунку и как раз вот 2, которые я должна объединить. Опять же, провязываем лицевой. Передеваем петлю, которая не провязана.
Возвращаем все на спицу, как будто бы они обе у нас не провязаны. И теперь вот эту петлю, которая перевернутая у нас, мы продеваем сквозь ту, которая провязана. Довязываем. Почему мы делаем этот переворот? Объясню. Если его не делать, то та петля, которая на спицах, она как бы не туда повернута. И если этот поворот не сделать, то у вас вот эта дорожка красивая не получится. То есть убавить петли удастся, но декоративно это будет выглядеть не очень красиво. И теперь смотрим, что у нас получилось. Вот смотрите, дорожка с одной стороны, дорожка с другой. Даже очень неплохо. Так что и у вас все получится. Пробуйте, делайте. До встречи в следующем видео.